то время как другие шутеры подобного жанра просто копируют старину золотой эпохи на потеху задротов молодых и старых, разработчик данного инди-проекта Арси Хакитапатава, взяв фишки из известных нам игр, перековал золото в платину, добавив что-то свое сверху. Что значит больше механик, выше скорость, круче комбо и больше хаоса. Мало того, тебя не ограничивают никакие невидимые стены, игроку предоставлена полная свобода действий. Хочешь делать спидран уровней? Без проблем, вот тебе таймер по нажатию клавиши. Хочешь набивай максимальный ранг, краши все на своем пути или иди по пути наименьшего сопротивления. Да хоть с одной любимой пушкой бегай все прохождение, игре буквально пихуй. Тебе дали инструменты, используй и комбинируй их как тебе вздумается. Единственная твоя задача это дойти до конца уровня и сделать это как можно более стильно. Эта философия песочницы в мире боевки и делает данную игру уникальной. Даже несмотря на то, что она находится в раннем доступе, это уже геймплейно законченный продукт. Да и последний третий акт уже маячит на горизонте, так что этому статусу осталось недолго. Мы играем за Камерон Айкон, заряженную батарейком Duracell, состоящей на 20% из металла и на 80% из выебодов. Являясь совершенной формой разумного существа, созданного исключительно, чтобы превращать любое место в локальный филиал Расчленграда, перемалывая всех на своем пути в элитную версию Кепчика Хайнс. По классике жанра, 90% всей игры это мясорубка, и каждое оружие, попавшее вам в руки, это всадник апокалипсиса, любого из которых можно комбинировать между собой и буквально испарять все на своем пути. На данный момент в арсенале 5 орудий: револьвер, дробаш, гвоздомет, риса и Rocket Launcher. Плюс альтернативные версии. Все обладают модификациями и раскрасками. Также почти все орудия и режимы комбинируются между собой, позволяя вытворять хаос, о котором Doom и Quake могут только мечтать. Сколько финтов можно учинить, просто подбрасывая монетку или отражая удары стандартной рукой? Камон, тут даже можно бустить собственную шрапнель. Количество механик как скрытых, так и поверхностных зашкаливает настолько, что тянет на отдельное часовое видео, вариации которого сделали все, кому не лень, так что движемся дальше. Передвижение в данной игре состоит из таких базовых элементов, как прыжки от стен, дэш, скольжение, быстрое приземление и крюк-кошка. С одной стороны может показаться, что этого маловато, но как и все в этой игре, их можно комбинировать. Дэш-джамп выстрелит вам вперед, потратив 2 деления. Соедини с банни-хопом через скольжение, и вот ты уже летишь со скоростью света. Чего только стоят покатушки на ракетах, бусты от взрывов и старые добрые рокет-джампы. Все это позволяет сокращать дистанции в считанные секунды, параллельно уходя из-под удара. При этом система не нагромождена до степени превращения вашей клавиатуры в пиано, давая возможность вытворять фигуру высшего пилотажа параллельно фаршированию с яйцом оппонента. Говоря о оппонентах, противников в игре не так много, но взаимодействие почти с каждым уникально, заставляя последние клетки головного мозга шевелиться в попытках найти подход к каждому. Полный состав в игре будет не скоро, но однообразие не ощущается, поскольку кому-то можно взорвать только что заряженный снаряд прямо в лицо, мелочь можно подкинуть ввысь, оставив на растерзание бессердечной гравитации, дроны грамотным ударом отправляются в толпу, какие-то атаки даже можно вернуть отправителю. Некоторые включают режим алого берсерка, разнеси ты их наполовину или уничтожь их сородича, тем самым давая вам по щам с еще большим усердием. Все это учит вас расставлять правильные приоритеты в бою, потому что иначе... В любом случае столкновение неизбежно, ибо кровь это топливо, а черти ею полны. Но без мозга бежать в ближний бой с жаждой кетчупа не получится, ибо ехидная серая полоска будет напоминать, что вы не берсерк, отрезая ваше хп в соответствии с количеством полученного урона. И единственный способ быстро избавиться от этого ограничителя это стиль, так что творить хаос это очень выгодно. Тоже парирование лечит вас на все 100%, что очень полезно на боссах. Говоря о обычных противников, все они кровоточат, чем жирнее, тем больше. Все, что вам нужно, это быть немного креативным о том, как приблизиться к цели, не получив леща. В остальном дело техники. Боссы здесь проработаны до мелочей. Каждый из них имеет собственный характер и четкие паттерны поведения. Чего только стоит Габриэль с его жаркими фразочками. Или В2, который, обладая теми же способностями, что и вы, позволит вам осознать, насколько же вы неуловимая скотина. Битва с каждым боссом не включает ни долгих фаз, ни надоедливых повторяющихся атак. Каждое сражение с боссом на вашем пути воспринимается как дуэль. А у дуэли есть правила. Сами правила просты. Чем сложнее босс, тем жестче он вас накажет за ваши ошибки. Хорошим примером будет Минос Прайм. Мало того, что он открывается только за прохождение всех уровней соответствующего акта на максимальный ранг, что уже является испытанием, так еще и сам босс не дает права на ошибку. Если провести аналогию, танец смерти будет ближе всего. Лишний шаг в сторону, слишком поздний уворот, неотраженный вовремя атака, и ты уже труп. Победы можно достичь только изучив палатки и научившись уклоняться от атак. В итоге с подобным соперником, только следуя жестким правилам, вы сможете его одолеть и почувствовать тот самый невероятный кайф от победы. Никакой удачи, только навык. И все это также применимо ко всем остальным боссам, хоть и со своим уклоном. Как пример для контраста, в то время как битва с Габриэлем так или иначе происходит на ограниченной арене, с быстрым темпом, битва с Левиафаном принимает масштабы атаки титанов, превращаясь в довольно-таки эпичную баталию, а большего и не нужно.
Локации. Они не отстают от остальных аспектов. Мало того, что мы по сюжету находимся в аду, так его структура похожа на структуру ада в писаниях Данте. Даже названия совпадают. Каждый слой имеет свою тему и так или иначе структуру, благодаря чему даже повторные забеги не наскучивают. Также каждый слой имеет кусочки лора, спрятанные в записках, рассказывающие его историю. И секретные уровни, будто Prime Boss, хоррор уровень, рыбалка и буквально целая мини-игра, пародирующая Crash Bandicoot. В общем, если вы любите проходить все на 100%, даже после прохождения основных уровней вам будет чем заняться. В заключение могу сказать, что данный инди-проект должен попробовать каждый, в особенности если ты любитель скоростных и бумер-шутеров. Ибо это один из прекраснейших примеров, опускающих AAA в грязь лицом. Данный проект, будучи технически разработанным одним человеком, имеет все, что должен содержать отличный тайтл, как геймплейно, так и визуально. При этом оставаясь достаточно уникальным, имея свои изюминки и фишки, выделяющие его на фоне других бумер-шутеров, которые просто так или иначе копируют Doom и Quake. А на этом все. До следующего вещания.